Когда я была маленькая, приезжала к бабушке в деревню, она кормила меня супом с молодой крапивой. Это было очень вкусно. Слышите, какие звуки приятные. Ой, какая прелесть. Девка моя, видите, зарабатывает себе на мороженое шоколадку. Умница, разумница. Зайка моя, зайка. Не буду больше ничего делать. Мохнатый такой. И видите, в результате этого какой уродский перец. Вот. Какой-то 3 в 1, видите, смотрите. Цоп без перчаток, цоп без перчаток. Надо почистить, короче, грядку подойти. Немного наесть. А собаки пробежали, видите, что делать? А кабачков здесь будет, во. Сейчас мы с вами сварим очень-очень-очень вкусный суп крапивный, который готовила моя бабушка еще. Одна зрительница на прошлое видео про одуванчики сказала: не всем это подходит. По мне так это полная ерунда. Ребятки мои дорогие. Ну, разумеется. Конечно. Конечно, все это так. Особенно, когда речь идет о каких-то там травах, зелени. Это вообще мало кто любит. До того, как я переехала из города в деревню, последний раз крапивный суп я ела в детстве, когда мне варила его бабушка. Чтобы вся бяка, которая есть, не в суп у нас с вами вымылась, а что в этом какие-то сикарашки, может быть. Вот морковка. Половина луковицы. И вот 4 картофелины. Ну и разумеется, еще один хит такого супа — это 3 яйца. Не забывайте, да, что у меня кастрюля 2-литровая. А яйца не паутинка, как вы думаете. Яйца, ну, в общем, я вам покажу, как они для этого супа используются. У нас похолодало, спала аномальная жара и захотелось супчика. И все, и заливаю ее бульоном и отправляю вариться. Ты же поел? Буду искаться. Ну что, пришло время приготовить нашу курицу. Если кто-то не смотрел предыдущее видео, где мы ее замачивали, ну не замачивали, а натирали, то обязательно посмотрите по ссылке в описании к этому ролику. А мы сейчас будем готовить курицу. Слушай, ну они, конечно, стоят этих денег. То есть они чувствуют почти 2000. Да. Они, конечно, стоят этих денег, они классные. Ну, в горе один, конечно. Дорого? Да, это горе один. Вот, в обратной стороне горе. Но они тебе не дают? Да нет, надо. Худеть надо, Юль. Не, ну так, конечно. О, слушай, они вообще шикарные. Они просто шикарные. Поверьтесь, шорты огонь. Повернись. Шорты просто огонь. Ребят, смотрите. Вообще.
Вот уж такие хочу. Где мои 18 лет, а? Господи, какой класс. Ну, снимай, да, шорты огонь. Так, пока наше мясо варится, мы займемся с вами овощами для супа, да? Этот суп, я считаю, должен быть очень нежным, поэтому картошка в него идет мелко нарезанная, мелкими кубиками. Суп готовится просто, а суп готовится быстро. Ну, как вы понимаете, это очень вкусный и полезный суп. А даже несмотря на то, что у него есть свинина. Лампочка перегорела в этой вытяжке, вот той, которая... Лук мы зажарим, ребят. Прям зажарим так очень красиво. На практически сухой сковородке. Так. Ну что? Так, ну что, это наша капуста. Она полежала в кипятке. Стекла. Я сейчас теперь ее отожму. Господи, тут остается-то кулачочек капусты. Ой, почему я капуста-то ее называю? Господи. Ну, крапива, разумеется. Ну, вот так ее нарезаем. Господи. Пахнет она очень хорошо. Так. Все ждет своего часа. Наш суп аль денте. Сюда сейчас уходит крапива и зеленый лук. И все. Дальше пойдут яйца, и можно будет выключать. Ребятки, я надеюсь, вы поняли, что готовить курицу в духовке с опилками для копчения — это была шутка. Не вздумайте это делать. На самом деле это можно делать либо в профессиональной коптильне, либо в глубокой. Есть такие глубокие казаны, в которых там готовят плов, еще что-то, но они глубокие. И вот на дно укладываются опилки, потом ставится решетка, потом кладется мясо, которое вы хотите закоптить. Потом сверху накрывается все это фольгой хорошо, сверху крышкой и еще раз фольгой. И только тогда это готовится на плите. Вот, поэтому если вы хотите закоптить курицу дома, либо вы выносите духовку на балкон, ну или на улицу, если это частный дом, да, либо делаете это на открытом воздухе в мангале, либо в профессиональной коптильне, либо на плите, как я уже сказала. Вот теперь суп можно посолить. Я курицу сначала подкоптила на мангале. Она у меня покрылась необходимым цветом и запахом, пропиталась этими ольховыми опилками. А сейчас обычным образом на 200 градусов стоит в духовке, готовится до конца. Так, хорошо. Яйца. Это что-то типа яйца пашот у нас с вами будет.
Все, 5 минут. Выключаем и добавляем укроп. Укроп на грядке у меня еще не вышел, поэтому я пользуюсь укропом, заготовленным еще в прошлом году. Так, ну что, можно выключать. Как мы проверяем, что можно выключать? Мы смотрим яйцо наше, в каком оно состоянии, видите? Оно готово, наше яйцо. Поэтому можно выключать. Забыла вам сказать, что для любителей кисленького вот это лимонная кислота. Чуть-чуть на кончике ее ножа прям добавляете. Суп достаточно насыщенный и очень вкусный. Правда, попробуйте. Вам понравится. Суп готовлю. Проверяю, достаточно ли кислоты. Я бы еще добавила. Вот так. Все. Вот так я заготавливаю укроп в баночке. Он у меня нарезанный, свеженький. И мелко-мелко-мелко. И все, просто замороженный, без всего. Лежит себе в морозилке и ждет своего часа. Правда, потом надо, чтобы кто-то помог вам его открыть. Все, суп кипеть перестал. Можно добавить укроп. У меня еще целая банка. Это с прошлого года. Боже, как же это вкусно. Просто это очень вкусно. Друзья, вы только посмотрите на эту неземную красоту. Обязательно приготовьте себе этот полезный витаминный супчик. Приятного аппетита, дорогие мои! Сегодня у нас с вами по плану много работы, так как мы дождались дождей. С приходом дождей буквально в течение суток все заросло травой, всем все. Вот все, что только можно. Я говорю сейчас про поле мое. Грядки-то нет, слава богу. Там единичные торчат, там грядки-то у меня, дай бог, обработанные. А вот поле, вон поле, все там, все забито травой теперь. Вот, видите, ужас какой этот, где капуста, все забито травой. Грядки-то нет, они чистые, видите, вот где грядки. А вот поля, да, мои. Ну, поля, это громко сказано, но тем не менее. Друзья, знаете, что хотела? Вот это вот что за трава, а? Вот она такая красивая. Вот кто знает, что это такое? Напишите в комментариях, пожалуйста. Мне прям она очень нравится, она очень красивая, и цветет она красиво. Это цветочки еще очень маленькие просто. Что это такое растет, у меня понятия не имею. Тоже что-то дикое. Вот, короче говоря, закрываемся в теплице. Тепло не выпускаем, потому что на улице не май месяц, сейчас еще сядет. Это кто она? Батарея. Ну вот, ой, как же я люблю эту работу. Эта работа такая, знаете, аж слюни от нее текут. Серьезно, вот как я люблю эту работу. По выщипыванию вот этой травы. Ладно, насколько батарейки хватит. Попускайте со мной слюни, кто тоже любит. Сейчас все будем делать заодно. И траву убирать, и пикировать, или как там правильно. Короче, общипывать наши помидоры. И это. И там еще дополнительно эти штучки вязать. Ой, красота, это прям такая работа. Слышите, какие звуки приятные? Ой, какая прелесть. Представляете вообще? И сразу вот так раз-раз
Я ее рыхлю. Не граблей, потому что граблей можно повредить корень. Я всегда это вот в перчатке делаю. Ну вот, помидорка какая. И сразу я смотрю, лишние вот эти штучки убираю. А, сейчас что принесу эти крепежи. Красненькие. И сразу ее так раз. И закреплю, чтобы ничего никуда не падало у меня. Так, а ножницы я взяла, чтобы лишние убирать эти. Я никогда до конца не обрезаю листья. Вот выше я вообще вот так вот половинки убираю. Ну, чтобы дышала, конечно, помидорка, листья. С моей точки зрения, в любом случае надо подстригать, убирать. Так. О. Саша мне, видите, сделал высокие грядки до колен. И я вот буквально на корточке сажусь, не нагибаюсь. Потому что нагибаться я не могу из-за дыхания. Это связано с проблемами с дыханием. Я не могу наклоняться. То есть нагибаться для меня большая проблема очень. У меня сразу же перехватывает дыхание, я не могу дышать. А вот так вот я сажусь на корточки. Ну, ноги болят, конечно, но все равно я какое-то время вот спокойно работаю с этими. На грядках и без всяких даже. Зачем эта штука? Какая? Вот эта красная. Ну вот же, чтобы цеплять помидорки, чтобы они не наклонялись, чтобы они шли ровненько вот так. А где ты огурцы посадила? Вон они, огурцы, Кирич, вот они. Погиб очередной огурец. Видишь, что? Я не знаю, что им здесь надо. Это второй огурец здесь погибает. Кто их тут подъедает, я понятия не имею. Кто их тут подъедает? Кто? Муравьи. Не знаю я. Так можно и без огурцов остаться. Именно здесь кто-то подъедает их. Может, червяк. Ну вот, опять садить надо. Вот здесь вот я посеяла. Ой, когда они вылезут. Девка моя, видите, зарабатывает себе на мороженое шоколадку. Молодец наша какая девка. Умняха. Тимофей, такую девочку. Умница мамина. Умница разумница. Зайка моя, зайка. Да вон все, зайка в вольере. Зайка в вольере. Ну что ты, молодое тело, поела? Ты поела, молодое тело? Двухразовое питание у него еще. Да? Сколько нам? Через неделю будет 5 месяцев, да. Молодое тело. Последний месяц трехразовое питание. Последний месяц трехразовое питание, да? Да? Пандочка наша. Зайка моя, зайка, ой, умница какая. А Саша мне очередных рыжих залысин наделал. Молодец какой. Козяля мужику, не коси здесь траву. Нахеракал. Накосил опять. Что за мужики такие у нас? Ничего не понимают с полуслова. Говорила же, от плешин избавляемся, говорю, здесь больше не косим во дворе, только в огороде. Оба-на, накась. Вот это я вовремя поймала. Я же здесь машинкой собралась косить. Но вот где я здесь заливала водой вот эти плешины, видно, что трава зеленая там полезла. Думала, что мы за лето избавимся.
чтобы зело дерн этот не снимать, чтобы не сеять. Но тяжело это очень. А вот так. А молодец. Отправила его огород косить, психует, говорит, не буду больше ничего делать. Сейчас поедем. Так, сейчас я пришла в бочку помыть грязную жирную кастрюлю собачью, чтобы лишний раз септик не засорять. А теплицу я сделала. Молодец моя зайка. Компост пополняет. Розетовая, ага, зайка. Там его чтобы он это. Угу. Молодец. А, гляньте, как дожди пошли, как позаросла картошка и тыква. Мама дорогая, как я буду все это убирать, я вообще не знаю. Может, ну и нахрен, пусть он так и остается. Уже годами последними доказано, все, что растет в траве, не полотая. Картошка идеальная нарастает. Стоит только начать за всем за этим ухаживать, мелкотня. Я последние года 3-4 горох собираю. Вот садим мало, поэтому, зайка, хватит, все, молодец, умница. Да, умница, зайка. Поставь только так, чтобы вода в нее тоже не натекала, дождь. Но это... Ой, что хотела сказать-то. Садим мало, и, естественно, могу себе позволить ухаживать. И удобряю, и полю, и окучиваю. В идеальном состоянии стоит. Все окученное, все как положено, чистоган вообще. Вот. А соседи, прости господи, алкаши. У них все время в траве. Вот я последние 3-4 года, наверное, один горох собираю. Они посадили и до осени уже чуть ли не в зиму копают. Они выкапывают, у них картофельный размером с ведро. Одна картошка, ведро картошки. Вот. И все это, естественно, в траве стоит. Они знаете, как выкапывают? Сначала они траву выдергивают, ползают по огороду, картошку ищут, чтобы найти. Потому что ботва-то тоже вся уже поотвалилась. А потом уже копают. Что случилось? Не работает? Смотри, правильно, по картошке-то не ходи. Вот. И капуста тоже позаросла. Ну, капуста-то ладно, она так посажена, что она листьями все это прикроет, и вся трава там погибнет. Ой, вообще. И жарко плохо. Ну, в смысле, жарко хорошо, а я имею в виду, что дождей нет плохо. И дожди идут плохо. Глядите, какая у меня красота. Ляпота, чистенько, аккуратненько, тепленько здесь. Вот, ну, как я и говорила, перцы я не трогаю, они сидят в траве, сохраняя влагу. Немножко разные с помидорами условия содержания перцев, выращивания, но я делаю так не один год. Правильно я делаю, неправильно, я не знаю, но перцев нарастает столько, что нам хватает. Вот, поэтому вот они сидят. Юля, правда, тут прошла неделю назад, траву повыдергивала, она вон опять понаросла. И фиг на нее. Я не полезу. Юля говорит, давай, мам, я залезу. Я говорю, ну, будет время, залезешь. Нет, пусть она стоит там колом. А помидоры, конечно, я ухаживаю. Но знаете что, ребят, помните, я вам показывала вот эти, видите, красненькие штучки? Ой, которые вместо завязочек, вместо того, чтобы закручивать помидор на нитку, на подвязку или подвязывать, как некоторые делают. Некоторые закручивают, знаете, да, как помидорина растет, ее закручивают вокруг вот этой вот штуки. Вот, а некоторые подвязывают. Вот нашла такие штучки для себя, такое открытие сделала. В фикс-прайсе они по 40, что ли, рублей, огромный пакет. И так это удобно, смотрите, они аккуратненькие стоят, вообще красота. Ну что я думаю про помидоры? Дорогие мои девочки и мальчики, посмотрите на них. Посмотрите. Мне не нравятся загнувшиеся, распушившиеся вот эти вот цветки. Я имела такой опыт уже. Смотрите, вот такой же цветок у перца, видите? Мохнатый такой. И видите, в результате этого какой уродский перец. Вот, у меня была такая история уже, когда у меня вместо цветов были вот такие мохнашки. И эти мохнашки, к сожалению, превращались в мелкие, страшные, уродливые, аномальные помидоры, которые мы даже не ели. А вот смотрите здесь. Это черри, видите, какие маленькие цветочки. Это шоколадные черри, это безумная вкуснота. Поэтому что-то мне все это не нравится. Это тоже черри, ну по цветкам сразу видно. Категорически не нравится, поэтому я поеду сейчас в район, ну в смысле в поселок, и куплю опрыскиватель
Я, в принципе, его очень часто покупаю. Ой, как он, опылитель. Чтобы не потерять ни одного цветка. Я повесила петуньи, у меня нет здесь пчел, хотя пчел в доме и около дома немереное количество, не хотят они сюда. И трагедия у меня с огурцами. Я выращивала вот 4 штуки каждый год. Совсем такие, ну такие на еду и вот такие на мариновать. Посмотрите, вот этот сегодня я уже все. Я уже начала его ослеплять. Уже убрала лишние листья. Начала уже ослеплять, чтобы ввести его в один стебель. Я всегда веду в один стебель. До самого верха они у меня идут в один стебель. Вот. И мне 4 штуки всегда было за глаза. У меня, в принципе, помидоры любим, эти огурцы любит очень сильно Юля. Она их буквально там лопает просто немерено. Я ем их только без шкурки. Снимаю шкурку, не люблю. Я никак вот этот жесткий контраст, шкурка плюс такая мягкая сердцевина. В общем, я всегда снимаю шкурку, ем без шкурки. Вот. И маринованные мы едим, которые, к сожалению, у меня второй год не получаются. Представляете? Так какая же у меня трагедия, смотрите. 2 вот этих посередине 2 лунки. Дважды вот до такого размера вырастали огурчики уже, ну в смысле ростки, и погибали. То есть вот эти 2 по краям, как посадила, так они и растут косточки. Ну эти семечки. А здесь уже погибли. Я вырастила, вновь выращенный погиб. Сейчас сюда целых 4 штуки посеяла проросших семечки. Что происходит? Почему 2 вот этих вот соседних лунки, почему в них в таком возрасте погибают огурцы? Ребят, если кто-то знает этому причину, почему такое может быть, чтобы мне спасти новые, которые у меня сейчас вырастут, вот они проклевываться, по-моему, начинают. Неважно, вылезут, поди куда деваются, они там уже проросшие были. Вот, чтобы мне вот это все дело не профукать и не остаться без огурцов, боже упаси. Себе даже этого представить не могу. Вот. Скажите, из-за чего могут быть такие проблемы, что они вот так вырастают и гибнут, вот они в одинаковых условиях на одной земле. Разные сорта одинаковые, то есть ничего нового, вообще ничего не происходит. Ой, такое уродство видели когда-нибудь? Что это вообще такое? Это, по-моему, низкорослый для улицы, и вот сюда каким-то образом затесался. Вот они еще 3 таких же. Как они сюда, блин, попали ко мне? Ну ладно, пусть сидят. Вот. И посадила, смотрите, сеяла базилик. Базилик у меня всегда на улице вот такой максимум вырастает. Но тем не менее я его заготавливаю на зиму интереснейшим образом. Потом вам расскажу, так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить мои фишки в заготовках. Ой, как я его заготавливаю, просто класс, ставьте класс. Вот. И вот из всего пакетика, который я посеяла, вот у меня 4 штучки только взошли. Я решила не высаживать их на улицу, потому что базилик, скажем, в правильном месте, на территории в правильной, да, на правильной территории. Смотрите, что делается. Ну что это, ребят? Ну что это? Что надо-то, блин? Ой, базилик, он вырастает достаточно высокий, ну таким, как, ну там, чуть ли не как куст прям, я имею в виду таким высоким. А у меня он, даже когда был его хороший урожай, то есть все всходило, все это, на улице он вырастал, ну максимум 10 сантиметров. Вот. И я решила, вот 4 штуки взошли, думаю, оставлю я их в горшочке, вот так вот, пересадила сейчас в горшочек. Пусть они у меня растут в горшочке и в теплице. Интересно, будут они выше в теплице, чем на улице. Вообще базилик, наверное, все-таки какой-то южный сорт. Ну, южное растение, наверное, поэтому у меня в Сибири оно маленькое. Хотя у меня все маленькое на земле. Причину я вам, по-моему, рассказывала, да? Ну, если нет, потом как-нибудь еще раз расскажу. Вот, видите? Так, берешь. Сейчас я покажу. Небольшие технические задержки. Так, уберешь эту красненькую штучку. Хоп, так. Раз. Видите? И готово. Классно, правда? Вот. Так. Ну вот, поеду сейчас в поселок. Ой,
Куплю опрыскиватель, там надо окна мыть. Перчатки что-то все порвались. Ну красивая же теплица, правда, ребят? Когда непонятно, что здесь нарастет. Какие-то все, по-моему, уроды растут. Ну, в общем, в любом случае, друзья, поддержите мой труд, поддержите мое равновесие, поставьте мне лайк. Пожалуйста, я буду понимать, что все у меня вырастет. Когда я на базаре покупаю что-нибудь и говорю, мне все равно ничего не растет. Мне бабульки говорят, неправильно, говори, все вырастет, все будет хорошо. Вот будем считать, что все вырастет, правда же? Отлично. Спасибо, друзья, что делитесь моими видео с друзьями, что смотрите, что ставите лайк, что комментируете. Спасибо вам огромное за ту помощь, которую вы мне морально оказываете. Продолжим. Зайка моя, ты сегодня решила программу максимум выполнить? А где твой крестный папуля? Здесь-то вот, друзья, другие цветы, не такие пушистые, как в теплице. Тоже здесь подвязывать надо. А сюда попали те, которые, помните, да, какие здесь сидят помидоры? Здесь на улице сидят те помидоры, которых прихватил мороз в теплице тогда, помните? Вот, видите, смотрите, вот из таких цветков вот вырастают уроды патологические. Вот. Какой-то 3 в 1, видите, смотрите. Короче, вот. Здесь тоже надо привести в порядок. Подвязать. Убрать лишние эти штуки, которые собираются расти. Иначе они мне потом завалят все кусты. Никакая подвязка не спасет. Ну все, присела. Это вот как всегда, блин. Залипала. Смотрю тут одну девчонку. У нее дачу она купила. Ну, городская по жизни. И вот она, господи, молодая, лет 40 уже ей. Ну и всего, вернее, уже говорю. Всего. Такие страшные руки. Я смотрю за ней, она все делает без перчаток. Куда бы она ни полезла, она ЦОП без перчаток, ЦОП без перчаток. Ну вот, ну у нее ужасные руки, просто такие вот, знаете, даже я не знаю, как, ну, если мне там 50 с хвостиком, вот, то у нее они в 2 раза старее просто. Я говорю, господи, ну что же она делает? А я не любитель никому ничего советовать или говорить. Я имею в виду людям, которых я не знаю, тем более. Вот, чтобы это не было не расценено неправильно. А вот, поэтому не стала я ей ничего говорить. До моего возраста дорастет, авось поймет, что так нельзя. Нет, я старалась всю жизнь беречь руки, конечно. Работать в перчатках. Ну, вот они на всей грядке. Единичные вот такие травки у меня. Вот, а что, друзья, это морковка. Ее нету. Вот, семена надо покупать, кстати, сейчас еще, чтобы морковку посадить, пока не поздно. У меня мама в прошлом году 10 июня садила, потому что не зашла. И все нормально у нее наросло. Надо убрать это. Ой, тоже без перчаток, видите? Вот ну что за человек? Разве так можно? Все, если залипло, то уже не отлипну от грядки. Тем более, когда травы вот так немного, ее просто грех не убрать. Вот она единичными такими вылазками взошла. Это морковка. Может, еще зайдет? Может, рано переживаю. О, надо почистить, короче, грядку подойти. Немного, но есть. А собаки пробежали. Видите, что делается? Все, зайка моя. Ну все, пойдемте собираться. Ага. О, глядите, сколько травы. О, как кабачки, видите, как разрослись. Травы очень много. Ну и пусть они. Тоже трава помогает сохранять влагу в кабачках, поэтому я ее не полю. Вот. И ее сейчас только начнет полоть, кабачки сразу брык и завянут. Вот. Из-за этого здесь кабачков в 3 раза больше, чем кабачков вот в колесах. Вот он сидит чистенький. Видите, какой аккуратненький. Видите, по сравнению с теми, да? Вот. А кабачков здесь будет в 3 раза меньше. Вон, надо подрезать, лишние ветки выросли. Что не живут? Ушли муравьи. Муравьи одолели мою эту. Надо подрезать, вон там лишний.